Несколько дней назад в новостях появилась уже ставшая обычной история. Молодой человек, проходивший срочную службу в армии, внезапно узнал, что он контрактник, хотя никакого контракта не подписывал. Призвали его в апреле прошлого года. Он прошел учебку, написал рапорт, что хочет быть водителем. И тут начальство ему сообщило: «Ты теперь на контракте, готовься к переводу на СВО». Семья срочника пыталась добиться справедливости. Контракт отправили на независимую экспертизу, которая подтвердила, что подпись не его. А потом был суд, оставивший контракт в силе. Мол, командование своими глазами видело, как данный военнослужащий подпись своей рукой ставил. Оснований не верить этим уважаемым людям нет никаких. У сослуживцев молодого человека через несколько дней дембель, а сам он готовится к отправке на войну. Разжать челюсти системы никаким законным способом пока не удается. Мы много раз говорили, что нет в наше время ничего более глупого и опасного, чем подписать контракт с Минобороны. Рассказывали о ловушках для студентов, обсуждали, как именно врут добровольцам. Но сейчас началась призывная кампания на срочную службу, и всем причастным важно понимать, на срочку тоже идти не надо. До войны это было просто нежелательно, дедовщина, потерянный год, но теперь нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что речь буквально о жизни и смерти. Сегодня обсудим, чем опасна срочная служба в армии, как государство прямо сейчас меняет правила игры, чтобы загрести в армию как можно больше парней, и рассмотрим весь спектр способов избежать призыва от отсрочки по учебе до дезертирства. Помогали нам с этим роликом правозащитники из школы призывника, ссылка на них в описании. Там вы найдете максимально подробные инструкции, как не оказаться в армии. Проект некоммерческий и нуждается в поддержке, так что там же в телеграм-канале по ссылке указано, как можно пожертвовать деньги школе призывника любым удобным способом, в том числе через Трибьют. Вы, конечно, уже знаете, но скажем еще раз. Срочная служба в российской армии – высокий и неоправданный риск. Это очень важно понимать, ведь многие масштаб угрозы недооценивают. Поэтому давайте разберем по пунктам. Срочники очень часто беззащитны перед произволом командования. Уже давно в порядке вещей, что новобранцев принуждают подписывать контракт. Или фальсифицируют подпись, как в случае, о котором мы говорили в начале. Отбиться от такого выходит у считанных единиц. Суды чаще всего встают на сторону военного начальства. Новости о подобных эпизодах обычно такие. Шел суд о подлинности контракта, заключенного срочником, а тем временем человека отправили на фронт, и он там погиб. На этом разбирательство обычно заканчивается. Но риск оказаться контрактником не единственная проблема. Срочники тоже гибнут на войне, и иногда гибнут массово. Два самых известных таких эпизода – это затопление крейсера «Москва» и операция ВСУ в Курской области, где в пограничных войсках, в приграничной зоне, служили солдаты срочной службы. Кстати, практику службы в погранвойсках вернули только в позапрошлом году, уже во время войны. И отправка туда – это серьезный риск погибнуть или покалечиться, как уже случилось под Курском. Пограничьем опасность срочной службы не исчерпывается. После чеченских войн, на которых погибло много срочников, власть и общество пришли к некоторому такому негласному консенсусу. В горячие точки срочников не посылают. Вчерашние школьники, мол, не должны оказаться под вражеским огнем. И власть старается эту договоренность как-то худо-бедно соблюдать. В публичном пространстве иногда звучит эта тема. Срочников, мол, не отправляют на войну. Срочников не отправляют на так называемые новые территории. Или там срочники в безопасности. И многие всерьез считают, что есть какой-то закон или президентский указ, или что-то хотя бы типа того, это положение гарантирующее. Так вот, ничего подобного нет. Нет никаких юридических препятствий к отправке тех, кто служит по призыву, на войну. Хоть в артиллерию, хоть в штурмовую пехоту. Единственное, что удерживает российское начальство от данного шага, это понимание, насколько непопулярным будет такое решение. Но давайте держать в голове, что призывники срочной службы – это огромный ресурс. Это 250-300 тысяч человек одномоментно. Причем молодых, сильных, способных держать оружие. Не тех людей, которые обычно подписывают контракт, которые идут умирать добровольцами за деньги, и которых уже, в общем, осталось довольно мало. Но нет, срочник – это нормальный, здоровый молодой человек. А в армии дефицит штурмовиков, фронт давно не движется. И неизвестно, в какой момент у Путина перещелкнет в голове, и отступление российской армии он забоится больше, чем возмущение солдатских матерей. В какой момент срочников снова, как во времена Афгана и Чечни, пошлют на войну? Пошлют брать никому не нужные села.
Этому ничего не препятствует юридически, кроме просто желания. При всем при этом, даже среди тех, кто не поддерживает войну, до сих пор распространено представление, что, дескать, контракт — это ты идешь на войну, а срочка — это, мол, другое. Будешь, как и прежде, равнять сугробы и строить дачи генералам. Надо отслужить и все. Отдать, мол, долг родине. Хотя, кто ей вдруг задолжал? Правила призыва все сильнее ужесточаются. Вариантов избежать его все меньше, а загрести людей в армию государство пытается все больше. Самое важное изменение в правилах призыва на срочную службу – введение ограничений за неявку по повестке. Звучит довольно безобидно, но на самом деле меняется сам принцип, по которому работает призыв. Раньше государство, забирая юношей на срочную службу, сознательно особо не усердствовало и оставляло множество лазеек, чтобы службы этой можно было сравнительно легко избежать. Главной лазейкой было положение, по которому военкомату нужно физически найти призывника и вручить тому повестку на подпись. Пока повестка не вручена, с молодого человека взятки гладкие, ничего с ним не поделать. Даже уклонистом нельзя назвать. Какой же он уклонист, если повестку не получил? В общем, чтобы избежать получения повестки, достаточно было просто не жить там, где прописан. Идея нынешних изменений в области призыва как раз в том, чтобы все эти лазейки прикрыть, обложить призывника со всех сторон. Чтобы не надо было за ним бегать с бумажной повесткой. Нажал кнопку, ему пришло уведомление на госуслуги, а в реестре повесток появилась соответствующая запись. И все, повестка считается врученной. По новым правилам, если молодой человек не явится по повестке, военкомату не обязательно за ним гоняться. Можно прямо через реестр воинского учета запретить уклонисту водить машину, брать кредиты, регистрировать ИП и самозанятость, выезжать из страны и совершать сделки с недвижимостью. Для многих это просто невозможные ограничения, которые не дадут ни работать, ни нормально жить. Нужно сказать, что вся эта система с запретами и электронными повестками пока работает через пень-колоду. Бывает, что повестка приходит, человек ее игнорирует и никаких последствий не наступает. Иногда запретами грозят в уведомлениях на госуслугах, а в реестре запись об ограничениях не появляется. Порой запись об ограничениях вносится в реестр, но по факту они не работают, и человеку удается оформить ИП, продать квартиру или покинуть страну, уехать. Тем не менее, с сентября прошлого года ограничения вступили в силу. В начале 26-го число случаев их успешного применения стало расти. Уже есть примеры, когда молодым людям с повестками отказывали в выезде из страны, не выдавали водительские права или не оформляли сделку с недвижимостью. Так что сейчас к этой опасности следует относиться серьезно. Следующее большое изменение в порядке призыва на срочную службу – сам призыв стал теперь круглогодичным. Медкомиссии теперь проходит круглый год, и решения о призыве принимаются в любое время. Раньше призывнику нужно было протянуть только 3 месяца призывной кампании, после чего решение о призыве обнулялось. Если военкомат не успел отправить молодого человека в войска в следующую кампанию, приходилось начинать все заново. Сейчас же решение о призыве действует год, и реализовать его могут в любом регионе страны. Затянуть отправку в армию можно было вполне законно, например, обжаловав в суде решение о призыве. На время судебного разбирательства отправка в армию приостанавливалась, и часто этого было вполне достаточно, чтобы решение о призыве обнулилось. Но как раз сейчас Госдума рассматривает новый закон. Пока дело находится в суде, призыв в армию не останавливается. Если эта норма будет принята, доказывать, что у тебя проблемы со здоровьем, что ты студент и у тебя 3 детей, придется уже из воинской части. Помимо того, что система призыва изменилась с точки зрения закона, есть еще один важный аспект – то, как нормы применяются. И эти изменения, возможно, самые опасные для призывников, особенно для тех, кто живет в Москве. Потому что сейчас в столице игры в законные процедуры заканчиваются. Система идет напролом и отправляет молодых людей в армию силой. Выглядит это так. Парню приходит повестка через МОСРУ. Если он не явился в военкомат даже по уважительной причине, например, предоставил справку о болезни, его начинают искать по городским камерам. Призывников задерживают в метро, или сотрудники городской администрации устраивают засаду по месту прописки. Порой даже уголовная полиция в розыске участвует. Дальше человека забирают в отделение, заковывают в наручники, угрожают уголовным делом, запугивают и давят. Часто пытаются обмануть. Под видом протокола или другого документа подсовывают на подпись контракт с Минобороны. Иногда дело доходит до физического насилия. Напомню, призывник, оказавшийся под таким давлением, это обычно 18-19-летний, в общем-то, еще подросток. Военкоматы при этих силовых захватах злоупотребляют властью, придумывают новые правила, по которым отсрочки внезапно не действуют.
работают по внутренним инструкциям, а не по федеральным законам. Медицинская комиссия в едином пункте призыва признает годными практически всех без разбору, с любыми проблемами и диагнозами. По закону решение о призыве действует год, но в Москве оно действует бессрочно. Тут даже по просроченному решению тебя могут скрутить и отправить в армию. Правозащитники в основном узнают о кейсах, когда молодой человек не сломался и ничего не подписал, и таких случаев уже десятки. Этих людей можно попытаться отбить, обжаловать решение комиссии. Но те, кого удалось продавить, уезжают в армию, и помочь им легально уже почти невозможно. Ситуация настолько серьезная, что основная рекомендация правозащитников звучит так. Если вы состоите на воинском учете в Москве, если скоро вам предстоит столкнуться с военкоматом и при этом у вас нет оснований не служить или основания не очень надежные, перебирайтесь в другой регион. В любом другом месте страны получить отсрочку или освобождение по здоровью будет гораздо проще. Также следует поступить, если решение по призыву уже принято и вы его обжалуете. Уезжайте из Москвы на время разбирательства или навсегда. Это не обезопасит вас полностью, но серьезно снизит риски. А теперь самое главное. Что делать, если призыв на срочку имеет к вам какое-то отношение? Как ни крути, вам нужен план. И продумать его лучше заранее. Обложили вас, конечно, со всех сторон, но на вашей стране традиции, прошедшие через поколения. Избегать армии у нас умеют. Первым делом нужно заранее подготовиться к тому, что за неявку по повестке на вас наложат ограничения. Если вы считаете, что вам может понадобиться ИП или самозанятость, оформите их прямо сейчас. Обдумайте вариант переоформить недвижимость на близких родственников или продать и превратить ее в деньги. Сделайте загранпаспорт, а лучше 2, прямо сейчас. Этот совет вообще универсальный. Если вы гражданин России, вы имеете право иметь 2 загранпаспорта. Один должен быть действителен, лет на 9 как минимум. Это уже совет. А дальше постарайтесь найти основания для отсрочки от службы в армии. Первый все еще доступный и самый надежный путь – отсрочка по учебе. Если последовательно учиться, сперва школа, потом вуз, можно дойти до аспирантуры и получить ученую степень. На этом ваш финальный уровень будет пройден, вы получите освобождение от срочной службы навсегда, даже если вам еще нет 30 лет. Продлить отсрочку можно через академический отпуск, но не больше, чем на год, на каждой ступени обучения. Тут тоже нужно все заранее просчитать. Если вы учитесь в колледже, ваша отсрочка будет действовать только до его окончания. Даже если вы потом поступите в вуз для военкомата, это не будет аргументом. Настоящей ловушкой для студента может стать требование военкоматов, чтобы образование было непрерывным, чтобы не был пропущен ни один год. Иногда это требование законное, а иногда нет. И в этих нюансах надо разобраться заранее, чтобы не допустить ошибки. В ролике всего не расскажешь, лучше внимательно изучите инструкции призывника. У них все очень подробно и по делу расписано. Другое основание для отсрочки от армии – дети. Если у вас их 2, в армию вас не призовут. Но тут не знаю, как давать советы, тут уж как получится. Все же учеба как-то проще, наверное. Также отсрочку дают айтишникам. Если у вас есть высшее образование по специальности из утвержденного правительством списка, стоит заранее выяснить подробности об этом варианте. Еще один рабочий путь – освобождение по здоровью. Здесь ключевой момент важен не сам диагноз, а то, как он оформлен и какие нарушения функций подтверждает. Все это строго прописано в расписании болезней. Например, основанием для освобождения может стать даже мигрень, но только если у вас были документально подтвержденные тяжелые приступы с госпитализацией. В общем, к этому варианту нужно готовиться заранее, знать, как именно готовиться и системно собирать медицинские документы. И быть готовым обжаловать решение медкомиссии. Именно через эту процедуру выше шанс добиться нужной категории годности и избежать призыва. Для самых стойких и принципиальных остается возможность альтернативной гражданской службы. Ее с каждым годом выбирает все больше призывников, хотя военкоматы продолжают сопротивляться, отказывать и приходится с ними судиться. Тут самое важное – подать заявление на альтернативную службу сильно заранее, аж за полгода до призыва, ведь военкомату проще всего докопаться именно к пропущенным срокам. Отдельно скажем про экзотический способ не попасть в армию – оказаться под уголовным преследованием за уклонение от призыва. Если вы не явились по повестке и не влипли в историю с силовым призывом, на вас могут завести уголовное дело и передать его в суд. Максимум, что вам грозит по этой статье – принудительные работы, но в 99% случаев суд назначает штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей. Главное тут вот что. На период следствия и суда, а затем еще год после оплаты штрафа, вас по закону нельзя призвать в армию.
По идее, этот фокус можно провернуть и повторно. Снова огрести уголовку за уклонение и опять почти наверняка отделаться штрафом. Правда, конечно, у этого способа есть существенные ограничения. Например, он не работает в Москве. Там никакого дела заводить не будут. Там будут вас просто ловить и отправлять в армию хоть тушкой, хоть чучелом. Так что под конец обращаюсь к тем, кто уже в армии. Не подписывайте контракт ни в коем случае. Как бы на вас ни давили. Если вашу подпись на контракте подделали, обжалуйте его сразу, как только об этом узнали. Если суд постановил, что контракт законный, или если вас отправляют на фронт, не дожидаясь суда, выход у вас только один – дезертировать. Потому что вы оказались в ситуации, где закон вас никак не защищает. И речь уже не о правовых стратегиях, а о личном выживании. Надеюсь, к этому моменту у вас уже есть 2 загранпаспорта, а квартира переписана на кого-нибудь. Но еще больше надеюсь, что этот последний совет вам не понадобится, и вы нашли выход на более ранних этапах. Но имейте в виду, это лучше, чем попасть на войну. Еще раз предлагаю тем, для кого это актуально, сходить по ссылке в описании и прочитать подробные инструкции этой школы призывника. Там разобраны все сценарии с документами, сроками и конкретными шагами. И порядок действий в случае силового призыва и по рекомендации по обжалованию решений военкоматов. Даже для тех, кого принуждают подписать контракт, есть эффективные и рациональные советы. Мы все редакции будем держать за вас кулаки. Берегите себя, не попадайте в армию. До завтра.